Всем привет! С вами Лера. Мы открываем новую рубрику «Выпечка с Лерой». Раз в неделю будет выходить видео, где мы с вами будем готовить блюда из печи. Ну а сегодня у нас шарлотка. И для того, чтобы приготовить шарлотку, нам нужно 3 яблока. Взяла сезонные, которые сейчас только-только поспели. 4 яйца, 200 грамм муки, 200 грамм сахара, разрыхлитель для теста, и нам понадобится масло, чтобы смазать форму. Приступим? Это специальные приборы для того, чтобы взбивать тесто. Очень удобно, чтобы не устала рука. Яйца лучше мыть всегда. Перед началом приготовления поставьте, пожалуйста, свою духовку разогреваться на 180 градусов. Мы это уже сделали, она ждет. Поэтому мы перейдем к приготовлению теста. Первым делом мы разбиваем яйца и взбиваем их. Да, 4 яйца нам нужно для приготовления шарлотки. Мы сейчас взбиваем яйца в пену, но не очень густую. По консистенции яйца должны уже побелеть, начиная с малых оборотов. Конечно, если у вас нету такого приспособления, вы берете обычный венчик и взбиваете это все руками. Берите глубокую, чтобы все ваше тесто при взбивании не пошло за края. У нас с вами образовалась пена. Сейчас мы будем добавлять постепенно сахар и продолжать взбивать. Сахар сыпьте не весь. Начнем с половины. Высыпаем и продолжаем взбивать. Раз, хорошенькая погодка, мы гуляли при луне, эх, раз хорошенькая мальчишка приставал гулять ко мне. Досыпали весь сахар, продолжаем. Немножко рука устала, но на самом деле нам немного осталось. Видим, как яйца с сахаром начинают белеть и образовываться густая пена. Нам этого будет достаточно. Вот такая консистенция, довольно густая. И самое главное, что сверху у нас пузырьки, а это значит, что в тесте будет воздух, и тесто у нас будет пышное. Мы переходим к следующему этапу. Пока яйца у нас стоят, отдыхают, мы должны муку смешать с разрыхлителем в отдельной чаше. Мы сейчас дальше смешаем муку с разрыхлителем. Для этого нам уже понадобится обычный венчик, потому что сильных оборотов не нужно. Высыпаем 200 грамм муки. Просеивается мука для того, чтобы у нее был воздух. Опять же, для того, чтобы выпечка была пышная. Добавляем разрыхлитель теста. Как раз вот такие маленькие пакетики очень удобно брать, потому что один пакетик тратится на одно приготовление. Теперь перемешиваем, чтобы смешалась мука и разрыхлитель. Вообще, с шарлоткой у меня есть интересная история, связанная как раз-таки с ансамблем «Белое злато». Когда я приготовила первый раз шарлотку, это было после записи видео с девочками. Мы ездили в деревню, и как раз яблоки тогда поспели. Мы набрали с ними целую корзину яблок, и она каким-то чудесным образом оказалась у меня дома. Ну и вот, чтобы яблоки не пропали, я готовила почти 3 недели шарлотку каждый раз. И все были этому очень рады. Ты их купила, наверное? Собрали с дерева. Яблок было очень много, и нам, конечно, было жалко их оставлять. Так, перемешали. Теперь мы смешиваем все вместе. Яйца, взбитые с сахаром, и муку с разрыхлителем. Система такая же. Небольшими порциями высыпаем муку в яйца. Раз, хорошенький мальчишка. Все? Раз, хорошенький мальчишка приставал гулять ко мне, эх, шел со мной он рядом, рядом.
Вот чтобы и вам говорили про любовь, учитесь готовить и выпекать всякие вкусности. Еще жидковато. Мы добавим как раз оставшуюся муку. Я думаю, что тесто уже достаточно густое, поэтому вот маленькую часть муки, которая у нас осталась, мы добавлять не будем, чтобы оно не было забито мукой, чтобы все-таки тесто для шарлотки у нас получилось воздушным. Мы проверим ложкой. Смотрите, когда мы проверяем ложечкой, должны оставаться следы. Это значит, что достаточно тесто густое, но оно еще не перевзбито, потому что на поверхности остались пузырьки. Этого нам достаточно, больше муки мы не добавляем. На самом деле шарлотку можно готовить по-разному. Можно яблоки добавлять в само тесто, а можно яблоки просто выкладывать сверху. И для того, чтобы яблоки выкладывать сверху, их чистить не обязательно. Мы только вырезаем сердцевину и оставляем так, нарезаем полукольцами. Но мы с вами добавим яблоки в тесто, поэтому нам надо будет их сейчас почистить как от сердцевины, так и снаружи. Вот этим я сейчас занимаюсь. Эх, шел со мной он рядом, про любовь все говорил, эх, а я слушала, молчала, и все дальше шла. Мы все почистили, теперь порежем. Режьте, как вы хотите, не очень большими кусочками, чтобы они перемешались в тесте и вам было вкусно. Вот такими. Эх, яблочко, да на тарелочке, тарати-тара-та-там, что-то девочки. Эх, яблочко, да куда катишься, ра-татушки-три-та-та, мне понравишься. Вкусней яблочко, кусочек и желание загадай, а сбылось, чтоб непременно, зря, подружка, мне болтай. Добавляем яблоки в тесто, все, которые мы нарезали. Яблоки мы теперь перемешиваем с тем тестом, которое мы подготовили, чтобы полностью все кусочки оказались внутри него. Хочется съесть сырое, но лучше этого не делать. Хотя я, когда была маленькая, всегда, когда мама готовила, не могла я не попробовать тесто. Залезала к ней в тарелку и пробовала сырое тесто. Все готово? Нам теперь это все нужно перелить в форму. Чтобы шарлотка не прилипла к форме, нам нужно смазать ее маслом. Размазываем по всей форме. Теперь берем ложечку и все, что мы здесь вот намешали, выливаем сюда. После этого равномерно распределяем по всей форме наше тесто. Отправляем шарлотку в духовку выпекаться. Духовка у нас стоит на 180 градусов, и выпекать мы будем 40 минут. После этого мы проверим готовность нашей шарлотки и встретимся уже с готовым блюдом. Я почувствовала запах, что шарлотка уже готова, поэтому мы проверим раньше времени. У нас прошло 30 минут. Заглядываем в духовку, видим, что верх у нас уже коричневый, запеченный. И проверим, пропеклась ли она в центре. Для этого зубочисткой в середине выпечки нужно проткнуть тесто. И вот если зубочистка мокрая, значит тесто у нас еще не готово. Поэтому мы с вами уберем мощность духовки и еще 10 минуток все-таки подождем готовности. Ну что, 40 минут прошло, мы можем еще раз проверить, как там наша шарлотка. Втыкаем в серединке. Все, тесто на зубочистке не осталось, значит можно доставать. Теперь мы подождем, пока она немножко остынет, и будем доставать из формы. Мы готовили с вами шарлотку в форме со снимающимися бортами, поэтому сейчас мы снимем бортики. Такой прекрасный пирог шарлотка у нас получился. Сыпем сахарной пудрой, чтобы было красиво.
Шарлотка готова. Мы ее украсили сахарной пудрой. Вы можете украшать пудрой, ягодами, сахаром, выложить сверху яблоки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео. Пишите в комментариях, получилось ли у вас приготовить шарлотку по моему рецепту. А также напишите, какую выпечку вы бы хотели увидеть в следующем видео. С вами была Лера. Приятного аппетита! Пока!